13 июня стало тяжелым днем для Донецка. По городу целый день продолжались прилеты. Были попадания в жилые дома и, конечно же, российские СМИ сразу же обвинили во всем этом Украину. Ну, кого же еще? Однако жители города, которые находятся в Донецке, свидетельствовали и подтверждали, что обстрел ведется с территории самого города, который, как известно, с 2014 года полностью и целиком контролируется россиянами. Дальше я просто покажу вам видео, которое снял житель Донецка практически в самом центре города. На нем отчетливо слышен минус, то есть звук исходящего выстрела, и практически сразу, через 1-2 секунды, звук прилета. Вообще непонятная ситуация. Ну вот видите, да? Вот сейчас опять. Если бы исходящий был с линии фронта, то его не было бы так хорошо слышно в центре города. То, что между звуком выхода и звуком прилета буквально там 1-2 секунды, говорит о том, что стреляют где-то очень рядом, буквально с территории Донецка. С подконтрольной Украины территории это не было бы просто так слышно и так быстро. И это все настолько очевидно, что даже ДНРовцы признают, что происходит что-то неладное и что-то непонятное. Хотя на самом деле очень понятное. Вот что пишет на Фейсбуке так называемый депутат Народного совета ДНР. То есть это не просто какой-то левый человек, это целый у них там депутат парламента. Его зовут Олег Фролов, но тут он подписан как Олег Викторович. Вот он пишет: выхлоп и через 2 секунды разрыв. Я тупо не понимаю, что происходит. И там в комментариях вот более понятливые дончане объясняют ему, что Олег Фролов, это, еще раз подчеркну, да, это не сторонник Украины и даже не какой-то просто нейтральный обыватель. Он за эту Донецкую республику топил еще с 2000-х годов. Это такой ветеран движения. Вот фото, где он еще с Пургиным. Это какой-то 2006 или 2007. Ну а с 2014 года он уже открыто воевал против Украины. То есть это не украинская пропаганда все это публикует, а сами же сторонники РФ. Ситуация просто один в один с той, которая была в Луганске в 2014 году. Тогда по городу тоже работали какие-то загадочные и неуловимые минометы, которые никак не смогли бы достать до Луганска с территории подконтрольной Украине. Тогда боевики рассказывали, что это якобы какие-то неуловимые украинские ДРГ, которые ездят по городу, там хаотично стреляют. Но ни одну такую ДРГ ни разу не поймали и не показали. А потом сами же боевики признали, что все эти удары наносили сами они. Например, первый главарь луганских боевиков Валерий Болотов признался в своем интервью, что за этими обстрелами на самом деле стояли люди Плотницкого, то есть второго главаря ЛНР. А вскоре после этого интервью Болотов внезапно и загадочно скончался. Ну, знаете, наверное, просто совпадение. То есть ничего нового в Донецке не происходит. Все абсолютно по старой схеме. Зачем это делается? Ну, можно предположить. Во-первых, это может быть делается для того, чтобы стимулировать каких-то россиян подписывать контракты, ехать воевать в Украину. Точно так же, как они в 2014 году демонизировали Украину, специально разжигали это все и сейчас. Им не хватает людей, они, чтобы подстегнуть их, вот таким образом их мотивируют, имитируют эти страшные обстрелы якобы с территории Украины. Другая версия, они, может быть, хотят сорвать поставки для Украины иностранной помощи. Мол, посмотрите, вы им там поставляете, а они бьют по гражданским. Не удивлюсь, если именно сейчас вот российские официальные лица заговорят именно такими фразами. Но как бы там ни было, мы видим очевидные свидетельства, очевидные доказательства того, что вот эти обстрелы, они происходят оттуда, а вовсе не с территории Украины. Очень важно эту информацию распространить. Помогите это сделать. Все должны знать правду о том, что на самом деле происходит сейчас там, в Донецке, и о роли России в том, что происходит. Ну и обязательно подписывайтесь на канал. Это тоже очень важно.